Всем привет! Как некоторые из вас заметили, в Google Аналитике сейчас изменился сам интерфейс Google Аналитики, появилась так называемая Google Аналитика 4. Это произошло недавно, и пока, честно говоря, не особо понятно, как с этой Google Аналитика 4 работать, потому что это полностью переработанная версия. То есть, кто давно в аналитике, знает, что переход от одной версии к другой, вот первый переход, по-моему, в 2008 был, потом второй переход в 2012 или 2013 году, эти переходы вносили такие небольшие изменения. Этот же переход Google Аналитики 4, это глобальный переход полностью всей модели отслеживания. Если раньше модель отслеживания была ориентирована на посещение страниц, Page Oriented Model, то сейчас ориентирована на события, то есть там все абсолютно по-другому. Эта модель по умолчанию уже отслеживает и скролл, и просмотры видео, то есть сокращает нам частично работу, но пока эта модель сырая, а как и любой другой продукт Google, когда он сырой, не совсем понятно еще специалистам, как с ним работать. Поэтому какая на данный момент моя рекомендация? Значит, смотрите, если вы, давайте так, рассмотрим два варианта. Вариант первый. Вы создали аккаунт Google Analytics ранее, и на данный момент он у вас есть, он у вас существует. В таком случае у вас в аккаунте будет вот такая вот кнопочка «Обновить до GA4». Мы ее нажмем. Я потом расскажу, что там сделать. Это первый вариант. Значит, мы просто нажимаем эту кнопочку и что-то делаем. Второй вариант. Вы регистрируете полностью новую Google Аналитику, и вам сходу предлагает создать Google Analytics 4. И в таком случае видео, которое я записывал о настройке обычной Google Аналитики, становится неактуальным. Смотрите, что я рекомендую. Я не рекомендую сейчас создавать только Google Аналитику 4. Почему? Потому что Google еще сам не до конца допилил интеграцию этой системы с той же Google рекламой. Поэтому что я рекомендую сделать? Итак, предположим, что вы с нуля, сейчас вот просто с нуля регистрируетесь в Google Аналитике и создаете новый аккаунт. И вам сходу предлагают создать ресурс типа Google Аналитика 4. И там какое-то название ему дать. Дадим, например, GA4. Вы настраиваете часовой пояс отчетов, например, я нахожусь в Украине, у меня это будет Украина. Вы настраиваете валюту, какой вы пользуетесь, и как бы сейчас. И как бы все. Да, это если с нуля аккаунт. Так вот, что я прям очень рекомендую сделать. Нажать «Показать дополнительные параметры». И поставить галочку «Создать ресурс Universal Analytics». Таким образом, у вас будет создано два ресурса. Первый Google Analytics 4, второй стандартный наш известный всем Universal Analytics. Вы вводите сюда адрес своего сайта, например, вот так. Создать ресурс двух типов. Я рекомендую и тот, двух типов. Нажимаем «Далее». Это статистическая информация. Например, я для себя заполню. Значит, что у нас тут? Где наше образование? Работа и образование, небольшая компания, какие-то заполняете пунктики, почитаете, это лишь для статистики. И у вас появляется два представления. Вот Google Analytics обычно и Google Analytics 4. Сразу два представления. Это я рекомендую сделать. Как только вы это сделаете, в ресурсе обычном, вот, который начинается на UA, вы можете делать все настройки, которые я описывал в прошлом видео, которое, наверное, сейчас на этой страничке находится выше. Это все будет круто, отлично работать. То есть вы берете, создаете вот таким вот образом, а потом настраиваете все по видео выше. Что касается ресурса, который создался второй, Google Analytics 4, вот он. Он может создаться, если с нуля, как я описал только что, либо же, если у вас уже есть старая аналитика, нажать «Обновить» и начало работы. В любом случае у вас появится новый ресурс. Выглядит он вот так вот. На данный момент он не основной ни для меня, ни для тех, кто занимается интенсивной рекламой, потому как пока еще не до конца понятно, как с ним работать. Но настроить его, чтобы он просто собирал данные, я очень рекомендую. Еще раз. Основной ресурс для нас это Universal Analytics, мы его оставляем. GA4 это дополнительный ресурс, который мы в какое-то время включим в работу, когда станет абсолютно понятно и прозрачно, как с ним работать. Я ожидаю, что это произойдет где-то к весне 2021 года. Итак, что нужно настроить в этом аккаунте сейчас, чтобы он уже собирал данные? Тут у нас уже настройки ресурса есть, управление доступом, это кто имеет доступ, потоки данных. Значит, у нас есть наш сайт,
Как видите, по умолчанию уже оно собирает и просмотры страниц, и скролл, и клики, и поиск по сайту, и взаимодействие с видео, скачивание файлов, все это по умолчанию собирается. Google нас попросит, чтобы мы добавили код отслеживания на сайт, чтобы добавить Google Analytics 4. Я это делать не рекомендую. Почему? Потому что это увеличит нагрузку на наш сайт. Я нашел и вам расскажу сейчас альтернативный способ подключения Google Analytics 4 к вашему сайту. Как это делается? В ресурсе Google Analytics 4 вы берете идентификатор показателя, вот этот, копируете. Идете в ваш существующий и работающий ресурс Universal Analytics. Вот он. Еще раз, Universal Analytics начинается на UA, обычный, а GA4 просто цифры. Идете в тот, что на UA начинается. Нажимаете отслеживание, код отслеживания, внимание. Я говорю сейчас, если этот код уже установлен на ваш сайт. Вот этот код уже установлен на ваш сайт. Далее, вот тут есть подключенные теги сайтов. Открываю. Введите идентификатор подключаемого тега. То есть я к тегу основному подключаю тег Google Analytics 4. Псевдоним даю. GA4. Связать. Все. Таким образом у меня в основной Universal Analytics будет подключено и собираться данные для GA4 без какого-либо добавления или исправления тегов на сайте. Теперь, что касается настроек, значит, подключили, можно сказать, подключили. Что дальше? Что нам нужно с вами сделать? Тут уже, как видите, по умолчанию у нас есть, значит, отслеживание определенных действий. Снимать галочки не рекомендую, тут все ок. Measurement протокол — это возможность передачи данных Google Analytics из сторонних источников. Пока не рекомендую использовать. Почему? Потому что альфа-версия, во-первых. Во-вторых, Measurement протокол — это подключение по API, которое всегда требует программиста. То есть для нас с вами, обычных рекламщиков, это не то, что нам интересно. Что мы можем сделать? Мы можем нажать настройки данных и обязательно включить данные, сбор данных для сигналов Google. Прямо обязательно. Включается очень просто. Начать настройку, продолжить, активировать. Вуаля, все. Вы включили сбор данных. Это сбор данных для ремаркетинга, сбор данных для демографии и так далее. Далее, расширенные настройки для персонализации рекламы. Тут у нас все ок. Для 306 стран из 306 активировано. Проверяем. Вот все наши страны, в которых работает Google. Вот для всех активировано. Если для какой-то страны там из Пакистана к вам обратятся, скажут, мы не хотим, чтобы вы наши данные собирали, отключите тут Пакистан. Пока к вам никто не обратился, ничего не трогаем. И обязательно согласие с условиями сбора. Нажимайте просто «Я подтверждаю». Все, подтверждение получено от вас. То есть Google относится к безопасности данных очень ответственно, поэтому вот таким вот образом. Вот. Хранение данных. 2 месяца или 14 месяцев. Я не вижу смысла расширять диапазон хранения. Почему? Потому как вы видите, эти настройки не влияют на большинство стандартных отчетов. Потому что в стандартных отчетах используются агрегированные данные за большой период времени. Поэтому на данный момент я не вижу необходимости расширять. Пусть собирается 2 месяца. Далее. Тут тоже ничего не меняем. Связать с Google рекламой можем точно так же, как мы связывали Google Universal Analytics. Выбираем аккаунт, связать и все. Все очень просто. Еще раз, вот этот ресурс GA4, он просто существует для сбора данных на данный момент. Мы его не используем как основной. Основной для нас все еще Google Universal Analytics. Этот пока дополнительный, в нем копятся данные и пусть себе копятся. То есть на какое-то время настроили и о нем забыли. Еще раз резюмирую это видео. Если у вас уже был Google Analytics, то вы либо игнорируете все, что происходит, либо по этому видео создаете и настраиваете дополнительный ресурс GA4. Если у вас не было до этого никакой аналитики, вы при создании ставите дополнительные параметры создать одновременно 2 ресурса Universal Analytics и GA4 и пользуетесь в основном Universal Analytics по видео выше. Ну, в принципе, на этом все. Вот такая вот логика.